Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту весну 2025 года. Я знаю, дорогие, вы заждались. Это весна действий. Присаживайтесь поудобнее, будем с вами планировать март, апрель и май 2025. Конечно же, я забегу вперед. Еще и на июнь, и на лето. Немножечко расскажу, как обычно, в своем стиле, как я это люблю делать, для того, чтобы все минусы скомпенсировать и сделать из них плюсы. Ну, а зачем, собственно, нам еще нужна астрология? Ребят, этот гороскоп, если вы смотрите по Солнцу, то есть вы солнечный козерог, тогда у нас декады немножко по-другому рассматриваются. Да? У нас это гороскоп подекадный, и первая декада козерогов по Солнцу – это те, кто родился в декабре. Вторая декада козерогов – это кто родился с 1 по 10 января, и кто родился с 11 января до знака зодиака Водолей – это третья декада козерогов. Почему такая градация? Потому что, ребята, я знаю, что вы, если имеете такую надсмотренность, то вы понимаете, что декабрьские козероги очень сильно отличаются от козерогов, кто родился в самом начале года, да, календарного. И уж очень сильно отличаются от козерогов, кто уже ближе к водолеям третьей декады. Да. Но вот так устроено. Управители уже разные, уже каждый рожденный козерог, человек, все-таки уже другие планеты имеют влияние. Декабрьские козероги, у вас, ребят, здесь история, конечно же, еще стрельцовская такая, большая, мощная, амбициозная. То есть вот хочется вот так вот красиво, мощно, открыто, карьерный рост, реализация. То есть здесь вот такие мысли. Козероги второй декады, конечно, посложнее, потому что здесь Сатурн и Сатурном погоняет, да, то есть здесь такое большое внутреннее чувство, даже можно сказать одиночество, да, то есть в какие-то такие моменты сложности, и вот эти козероги всю жизнь ищут максимальную любовь, теплоту, заботу, отдушину, то есть здесь нужно и самим тоже вкладываться, то есть здесь вот такая очень мощная история, и карьерный рост, реализация очень сильно зависит от душевной составляющей, да, то есть, как говорится, можно иметь очень много денег, но хочется с кем-то разделить эти блага, да, то есть здесь вот такие очень глубокие козероги. Козероги третьей декады – это козероги, где уже, конечно же, Уран забегает и хочется, если что-то сделать, создать, то уже так немножечко выпендриться красиво. Что-то для человечества сделать, не просто так для себя, да, хочется уже так большой такой масштаб на будущее размах, да. И здесь я не скажу, ребят, что есть хорошие и плохие, нет, каждому свое, мы каждый родились в свое время, и мы пользуемся этим моментом, этими знаниями, которые у нас есть. Конечно же, в этом гороскопе будут и плюсы, и минусы, которые вам не захочется, возможно, услышать. Но я рассказываю о минусах для того, чтобы какие-то моменты изменить, воспользоваться случаем, возможностями для того, чтобы в этот момент сделать как можно больше, чтобы это потом конвертировалось в финансовые возможности, деньги в виде недвижимости, в виде той самой стабильности или же повышения социального статуса, потому что для козерогов всех декад это очень важно. Да, ребят, а если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, то есть вы асцендентный козерог, то здесь 30 градусов делите четко на 3, для того, чтобы понимать, в какой момент времени настигнут эти аспекты, придут, догонят, как говорится, да? Потому что если вы по Солнцу, то у вас внутренняя мотивация совершенно другая. А асцендентный козерог – это уже такой вопрос просто времени. Ну что, ребят, присаживайтесь поудобнее. Будем с вами разбираться, какой будет эта весна. Она весна действий. Почему так назвала? Потому что нужно действовать. То есть все, кто смотрел осенний гороскоп, да, помните, он назывался «Осень силы», то есть мы внутри себя вырабатывали вот эту силу противостояния, как действовать, поднимали свою такую мотивацию. Сейчас нужно действовать, то есть эмоции, которые накопились зимой, их нужно пустить в нужное русло для того, чтобы не упустить возможности, которые на самом-то деле очень много у козерогов. И у козерогов, скажу вам, всех декад очень хорошее время. Да, где-то, конечно, будет напряжение, где-то нужно будет побегать, как, например, у козерогов первой декады. Да, ребят, скажу, что этой весной будет, конечно же, у вас еще накопленные эмоции с зимы.
Здесь, конечно же, в работе нужно прям преодолевать все свои страхи и переживания, и в работе, и в личной жизни в том числе. Здесь истории финансовые в том числе. Разбираетесь ли вы с долгами, или вы, наоборот, уходите в такое мощное деньгозарабатывание, что вы перекрываете все свои долги и наоборот остаетесь в плюсе. Естественно, на какой планете едем? Едем на планете Сатурн, то есть здесь движение вперед, здесь как раз таки еще и Сатурн будет всю весну до 25 мая находиться в третьей декаде рыб и делать квадратуру к Солнцу Козерога в первой декаде. Ребят, здесь только работать, здесь только вперед, здесь только пахать в прямом смысле, да, для того, чтобы это все шло на ускорение. Здесь нельзя сдаваться. То есть, если у вас сейчас такое настроение где-то, аспект Сатурна, это всегда, знаете, какая эмоция? Конечно же, я сейчас рассказываю про первую декаду и буду точно так же подробно рассказывать и про козерогов каждой декады. Эмоции, когда есть квадратура Сатурна, это где-то между страхом и отчаянием, когда хочется все бросить и уйти. Ребят, не надо. В какие-то моменты жизни нам всем нужно все бросить, уйти. Кажется, что голова сейчас треснет, мы не можем решить эту задачу. Нет, если задача сложилась, то поверьте, дорогу осилит идущий. То есть случаются задачи, которые 100% мы можем решить. То есть, собственно, мы все сейчас вот в этом моменте времени для того, чтобы с этим разобраться. Идем на ускорение, идем на опережение. То есть ни в коем случае мы не переживаем. Да, ребят, козероги, первая декада, знаю, что здесь немножко сложно, еще и Нептун делает квадратуру, эмоционально сложно. В конце марта Нептун уйдет в Овна и все. И будет уже и апрель, и май совершенно с другими эмоциями. Да? Поэтому здесь, дорогие козероги первой декады, понимаете, что нужно идти вперед на опережение. Как бы сложно не было, с какими тормозами мы сами себя не оставляли, но мы под силу, нам подвластно все это сделать. И да, козероги второй декады, здесь, конечно же, ребята, у вас сейчас, не скажу, что такая очень интенсивная пора в жизни, но очень интенсивная начнется с лета. Сейчас, и вот летом начнется такой период, когда, во-первых, у нас 10 июня Юпитер меняет знак и очень быстро начинает ускоряться, и делать оппозицию к Солнцу Козерогов как раз-таки второй декады. О чем это, да? О том, что летом будет максимальный вопрос претензий, будем ворчать и говорить, как мы недовольны, как нам все не нравится. Нам не нравится наше окружение, наша работа, место, где мы живем, наши близкие, родные. Нас будут все раздражать, потому что все нам будут говорить о том, что мы что-то не сделали. То, что мы сами это знаем, что нужно сделать. Мы сами это понимаем, здравый смысл нам это говорит, но почему-то сидим, что-то там не делаем, медлим, кажется, что и так много чего делаем, да, но остановились. Нужно ускоряться сейчас весной. Весной максимально пойти в свою социальную реализацию, заработать как можно денег, поднять свой социальный статус, какой-то новый круг знакомства, круг общения, где-то появляться. То есть нужно подниматься выше в своем развитии. Да? Кому-то захочется переехать, то есть если летом это будет напряженный переезд, да, то есть летом это будет напряженные действия, нужно сейчас, пока не подошли эти аспекты, максимально подумать, куда вы хотите переехать, посмотреть, либо это новый район города, гораздо лучше уровнем жизни, да, который закроет и перекроет очень многие моменты, которые есть у вас сейчас, и вы от них устали, и вы поймете, что, возможно, вы, да, за новую недвижимость заплатите больше, но зато это окупится в других каких-то моментах, да, то есть все будет наоборот ближе, например, будет экономиться много времени, будут другие какие-то свои плюшки, то есть новый круг друзей, знакомых, общения, то есть нужно посмотреть на другие бонусы, на что вы меняете, например, работа, если вы поняли, что вы уже устали от этого места и вам уже сложно, и не приносит столько финансовых возможностей, да, тогда здесь, конечно же, нужно посмотреть. Возможно, вам нужно найти что-то новое, да? Но в любом случае нужно повышать свой социальный статус, чтобы вот летом об этом резко не думать, чтобы не захотелось летом все вот так взять, резко все перечеркнуть. Потому что, как правило, Козерог
ну, как правило, это кардинальный знак. Если решение принял, то вот так все на корню, вот так все максимально, хочется все перекрыть и изменить. Поэтому вот сейчас есть еще для этого времени. Козероги третьей декады. Ну, ребят, я вам скажу так, у вас еще очень много плюшек, бонусов, возможностей. Здесь и Сатурн в прекрасном аспекте к Солнцу, здесь и Нептун, здесь и Уран говорит, давай делай, делай много, делай хорошо, делай быстро, делай резко, делай новое, делай на что раньше боялась, да, посмотреть даже, на что раньше не хотелось. То есть здесь однозначно новые проекты, другие совершенно финансы, работа, статус в том числе, да. Здесь и семья, здесь и недвижимость, здесь недвижимость движимая и недвижимая. То есть здесь и автомобиль, потому что аспект Урана – это хорошая покупка прекрасного автомобиля, естественно, так как и Сатурн в благоприятном аспекте, автомобиль статусный, недвижимость тоже, как новая история. На аспекте Сатурна и Нептуна люди женятся, выходят замуж, тоже Козероги третьей декады. Если у вас есть, как говорится, расширение семьи, во всех смыслах надо расширяться, да, страшно, конечно же, ребят. 26 в ночь с 26 на 27 марта у нас еще и Лилит из Весов переходит в Скорпион, и, естественно, вот здесь Козерогам третьей декады, ребята, очень сильно страшно. Конечно, очень страшно. А вы думаете, всем не страшно? Вы думаете, даже огненным знаком зодиака, которые вот такие дерзкие идут вперед, им не страшно? Ребята, страшно всем. Просто у каждого страхи вшиты в свои какие-то истории. У козерогов это такой большой, мощный страх. Это, конечно же, с семьей, если не сложится, да, с семьей и социальным статусом. Это два таких больших, очень мощных страха. Это я сейчас говорю про козерогов всех декад, да. Поэтому здесь, пока мы в самом начале весны, пока мы стоим просто на пороге этой вечеринки, да, сейчас я ко всем козерогам обращаюсь, здесь важно себя, ну, запрограммировать, что ли, да, дать себе составить такой план, что вам нужно сделать максимально, да, то есть потому что у каждого, ну, козерогов каждой декады, естественно, будет свой план. Здесь нужно максимально понять честно, себе сказать, чего вы хотите, да, где страшно, потому что Лилит, когда войдет у нас в Скорпиона и будет до конца 2025 года идти по Скорпиону, естественно, на козерогов эта история будет очень сильно влиять. Но, ребят, работа с этими страхами, вот когда вы будете пробивать эти страхи, разбираться в них, когда вот будете искренне говорить, да, искренне говорить про свои страхи и переживания, потому что для козерогов вот все страхи – это чувство долга, вины и ответственности. От этого идут все страхи. То есть вроде как, если у меня нет никаких ответственностей, то тогда мне не страшно. А когда ответственности больше и больше, то и страхов больше. Так естественно, перед каждым новым уровнем всегда будут вот этот момент, а может мне вообще ничего не делать, тогда и страшно не будет, тогда и вроде все хорошо, уже к этому привык и все хорошо. Нет, ребят, так не бывает. Не дается тот новый социальный статус без других плюшек и возможностей, без тех обязанностей. Вот только с обязанностями бывает идти вперед. Вот хочется вот мне сказать, что вот как-то вот где-то у кого-то, кому-то дается легко, никому не дается легко. Цена у всех разная. Как говорится, кто мы, что мы готовы платить за то, что мы готовы получить. И у козерогов это пахота. Вот нужно пахать, ребята, нужно быть ответственным, нужно пахать, нужно вкладывать душу, нужно разговаривать по душам, нужно быть честными с собой, со своей второй половинкой, со своей работой, говорить своей работе, нравишься ты мне или не нравишься. Конечно, сейчас мне скажут, вот я хочу, чтобы мне работа прям вообще нравилась. Ребят, в любой работе есть моменты, которые не нравятся. То есть в любой момент наше хобби всегда перерастает в работу и в пахоту. В любом месте. Мы все начинаем с любимого дела, и в какой-то момент нас затягивает настолько, что мы понимаем, что это уже давным-давно не наше просто хобби. Что когда мы связываемся с другими людьми в прямом смысле, да, то есть даже у меня уже перед вами есть ответственность, потому что вы как минимум ждете не просто ответы на вопрос, вы ждете нового видео. И да, мне не всегда хочется записывать. Вот хочется просто взять и полежать. Правда же? Я же человек. Но я понимаю, что если начались видео, то нужно их сделать до конца.
Правильно? Максимально честно ответить. Поэтому в любой работе есть момент пахоты, в любой работе есть момент ответственности. И да, ребят, нужно просто быть честным, понимать, что ну все-таки же нам это нравится, ну все-таки же мы это любим. Поэтому поймите в самом начале этой весны, что вы хотите делать, куда вы хотите идти. Потому что март, он для всех будет такой, я бы так сказала, встряской. У нас, если вы смотрели осеннее видео, вы понимаете, что у нас коридор затмений. У нас со 2 марта начался период ретроградной Венеры, продлится ретроградная Венера до 13 апреля. 6 недель традиционно, ничего нового. Мы в периоде ретроградной Венеры до конца марта, 29-30 марта, все зависит от того, в каком месте планеты вы сейчас находитесь. У нас Венера будет находиться в Овне, то есть мы такие все дерзкие, мы такие активные, мы такие входим в отношения. Естественно, для козерогов эта история очень важна, здесь захочется прям блеснуть. Мы же все такие яркие, красивые, особенно козероги первой и второй декады. Здесь ретроградная Венера, конечно же, будет влиять. И да, ребят, скажу, что постарайтесь не испортить свою репутацию. Захочется блеснуть, захочется показаться, что мы такие все яркие, интересные, стильные. Захочется изменить свой внешний вид очень быстро и резко. Понимайте, что очень важная история для козерога – это репутация. Ее важно сохранить. Для козерогов третья декада тоже хороший момент, но здесь будет не настолько напряженный момент с репутацией. Здесь постарайтесь не пылить. Не пылить, потому что, ребят, вот сразу так быстро, да, ретроградная Венера со 2 марта по 13 апреля, с 14 марта по 29 марта у нас коридор затмений на убывающем лунном цикле. То есть новые дела будут продвигаться сложно, период очень эмоциональный, потому что у нас начинается коридор затмений с полнолуния, да, с лунного затмения в Деве, когда мы все четкие, ясно, нам все понятно, да, но закончится коридор затмений у нас новолунием, солнечным затмением в Овне, когда будет прям разбор полетов. Не надо разбирать полеты. Плюс с 15 марта по 7 апреля у нас ретроградный Меркурий тоже в Овне. Да, с конца марта у нас 26-27 марта у нас Лилит меняет знак с весов на Скорпиона. В весах мы еще вроде как наши страхи вот так вот немножко вот взвешенно, размеренно, мы немножко вот так вот тусовали, вот так вот, а может так, а может вот здесь. Но сейчас вот просто в Скорпион. Вот просто в Скорпиона и все. Вот здесь начинается вот так вот резко и быстро, да, на эмоциях все наши страхи будут выходить. Ну и, конечно же, конец коридора затмений у нас Нептун меняет знак. То есть 30 марта у нас Нептун выходит из Рыб, входит в Овна. Вот так, понимаете, вот что мы можем все на таких эмоциях, на таких движениях планеты. Можно сказать, парад планет, да, ребят, парад планет, и у нас конец марта, вот такой период, когда нужно понимать, что мы говорим и что мы делаем, то есть реально прям просчитывать все свои мысли, потому что после коридора затмений, когда вот мы все войдем в апрель, у нас еще там неделя-две будет ретроградный Меркурий, ретроградная Венера, да, то есть у нас еще будет такой пасхалки, да, как их называют, вот эта история, которую вот мы догоняем, еще вот съезжаем, но там у нас еще дальше другая история, да, внахлёст. Поэтому как проиграется март у козерогов разных декад? Ну, козероги первой декады, здесь однозначно будет максимально такой напряженный момент, потому что квадратура Сатурна это всегда, когда нас жизнь требует от нас принять решение. То есть принимаем мы решение, сдаваться или нет. Я советую не сдаваться. Ну все, вот не сдаемся, нельзя. Козерогам первой декады нельзя сдаваться вообще в принципе. Даже когда хочется сказать, я устал, я ухожу, ребят, нельзя. Вы родились в сложное время, весь ваш род на вас смотрит и говорит, не надо сдаваться, на вас большие такие силы и надежды, нужно идти вперед. Ну то есть, если есть эти события, вы однозначно справитесь, еще и в плюсе все сделаете. Нельзя сдаваться эмоционально, даже когда зажмут по деньгам. Нужно выкручиваться, прокручиваться, договариваться,
вот с этой историей разбираться. Зажимает по эмоциям, не знаю, истории с разводом, резко хочется выйти из отношений, какие-то ссоры, ругань на ровном месте. Ребят, разбираемся, договариваемся. Большое видео «Любовный гороскоп» выпустилось дней 10 назад, может уже 2 недели. Посмотрите. Постаралась вот в эти 1,5 часа, вот прям есть ваши любимые тайм-коды, чтобы понять, про что я говорю. Про все кризисы рассказала там в том видео, чтобы было максимально понятно, на каких эмоциях случаются какие-то аспекты, да, то есть и сколько времени это длится. То есть проходит аспект, проходит эмоция, и как-то такое ощущение, а сейчас же вроде все хорошо, и правда, проходит действие аспекта, и случается момент, все хорошо. Поэтому не надо загонять себя и думать, что все плохо, вот такой геометрической прогрессии, не надо. Козероги второй декады. Ребят, здесь у вас, еще раз говорю, социальная реализация и недовольство. Здесь вам захочется, конечно же, в этом марте, в коридор затмений, немножечко вот так вот повариться, дать себе время отдохнуть. Отдыхайте, но думайте, о чем вы хотите, чтобы идти вперед, потому что, чтобы лето не настигло неожиданно те вопросы и моменты, которые вы откладываете. Тем более сейчас весна, нужно двигаться вперед, новый астрономический год у нас запускается, да, 20-21 марта, естественно, весеннее равноденствие. Идем вперед, движемся, начинаем свой Новый год. Для вас это новый сезон. Все отлично, работаем вперед, не сдаемся, только вверх, Козероги второй декады, потому что это будет для вас такой большой, мощный стимул к развитию вообще в принципе в 2025 году. Козероги третьей декады. Ребята, у вас кармические узлы смотрят на вас очень хорошо, очень дерзко, идут по оси рыбы-девы, делают прекрасный секстиль и трин к вашим солнышкам. Ну, то есть вы сейчас по карме проходите все те моменты, где будет для вас известно, смолодушничаете вы или нет. Нельзя брать планку ниже, занижать тоже нельзя. Ну, занизить можно, конечно, справиться вот с этими легкими задачами попроще и сказать, ну, вот как-то вот нормально же, хорошо. Берите больше, ну правда, давайте уже вперед, уже наверх, и новые горизонты, и новые возможности, и даже если вам кажется, что вы не спите совсем, это нормально. Тоже нормально, поверьте, овны сейчас тоже не спят третьей декады, они сейчас просто выгребают, у них примерно все то же самое, что и у вас, поэтому если вам кажется, что вы одиноки, то овны третьей декады не спят, раки третьей декады и весы третьей декады тоже не спят, вы не одни, это очень много людей, они сейчас забегают в свой последний вагон, ускоряются, максимально движутся вперед, и это хорошо, и я вам тоже советую. Поэтому, да, мои дорогие козероги, третьей декады, у вас по карме все то, что сейчас есть. Делайте больше, получите больше. Семья, недвижимость, работа, деньги, друзья в том числе, новые проекты, все на будущее. Поэтому здесь, дорогие козероги, третьей декады, этот март для вас будет тоже очень важный, такой со встряской. Да? Идем дальше, апрель 25-го. Конечно же, первые 2 недели, хоть и растущий лунный цикл после коридора затмений, но все-таки эмоции будут еще фонить. Постарайтесь в марте как можно лучше и качественнее договариваться, потому что у нас вот 29-30 марта Венера и Меркурий ретроградные перешли в Рыбы. И что это? Это снова опять эмоции, это опять переживания, но для козерогов первой декады это такое напряжение, для козерогов второй декады это нормальная такая будет история, да, то есть вообще для вас, если не присутствуют какие-то личные транзиты, которые мне здесь не видны, ребят, понимаете, да, что я рассказываю общий гороскоп для еще и по декадам, но личные транзиты, домарные сетки я здесь просто не открываю, потому что это можно сойти с ума, да, то есть под каждого отдельного человека, рожденного в один день, в одно время, месте, то есть просто не подобрать, просто не просчитать, да, и так я уже тут много просчитала, да, что вы мне правда пишете и много сходится, и я иногда думаю, что мне даже страшно какие-то видео записывать, да, потому что очень много попадений. Так вот, идем дальше. Понимаете, что если у вас свой персональный вопрос, и дело требует каких-то движений, срочности, да, напишите комментарий, свою дату, время, место рождения и вопрос. Я открою вашу натальную карту, вашу транзитную карту и просчитаю, скажу, в какой времени диапазон
времен нужно действовать, да, для того, чтобы максимально, ну вот идет у вас интуиция и говорит, ну вот надо действовать сейчас, а, например, как-то вот очень сильно страшно, как-то вот вроде по логике мне все говорят, что не надо, а мне вот очень сильно хочется, потому что, ну, у козерогов-то тоже есть интуиция. Поэтому ее нужно все-таки слушать. Я всегда за то, что нужно слушать свою интуицию. Не натворить какую-то дичь, со всеми поругаться. Нет. А наоборот, сделать как можно больше и вот тот самый момент почувствовать. Особенно если вам 35+, то тогда, если вы живете в ладах с собой, со своим солнцем, тогда интуиция, конечно же, будет работать хорошо. Вы уже прекрасно понимаете, как это работает, и будет здесь прекрасно. И да, ребят, о чем говорила? Говорила о многом. Апрель. Для козерогов второй декады эмоциональный период, который со здравым смыслом очень хорошо разбирается. Будем готовы, потому что у нас с 13 апреля как раз заканчивается период ретроградной Венеры. С 13 апреля сейчас вспоминаем все осень 2024 года. Осень силы, у нас там был такой один очень мощный и важный аспект. Да? Это Марс в оппозиции с Плутоном. Так вот, кто помнит, следит за моими гороскопами, знает, что 24 февраля у нас ретроградный Марс развернулся, уже пошел в директном положении. Так вот, с 13 апреля этот аспект начинает снова работать. То есть у нас Марс опять догоняет, встает как раз-таки в оппозицию с Плутоном. Чувствуем, да? И вот этот момент, вот прямо сейчас запоминаем, козероги 1, 2 и 3 декады, нужно начинать вот делать вот свой самый максимум. То есть если вот как-то вот в марте вам захотелось расслабиться, да, где-то отдохнуть, где-то вот как-то вот, но ни в коем случае нельзя расслабляться в договорах, в переговорах, в документах, нельзя вообще. Ни козерогам никакой декады, потому что у вас, у всех здесь очень, очень важные моменты движения вперед. Очень внимательно читайте все то, что вы подписываете. Это козероги всех декад, потому что кто-то подписывает договор купли-продажи, кто-то подписывает, не знаю, брачный договор, да, кто-то подписывает именно какие-то долговые обязательства свои новые, да, договор о работе, в том числе кто-то подписывает. И это момент, который ни в коем случае нельзя вот нивелировать. Здесь нужно быть очень внимательным. Вот первые 1,5 месяца весны, да, особенно когда ретроградный Меркурий начинает работать в коридор затмений, да, и чувствуем, да. Я, кстати, не буду вам рассказывать про эту весну, про новолуние, полнолуние, какие-то они будут мощные. После коридора затмений у нас в эту весну не будет очень важных, очень сильных кардинальных точек, связанных с новолунием и полнолунием. Я считаю, после марта не о чем говорить, то есть здесь будут совершенно другие у нас циклы, да? Поэтому здесь, ребят, смотрите, с 13 апреля начинает у нас сходиться оппозиция Марс-Плутон. И действует эта история до 12 мая. Ну, то есть здесь максимальный такой аспект силы, мощности, противостояния. То есть если в этот момент вы решите, ну, то есть любые ваши начинания, то есть если вы начинаете либо работу в этот момент новую, то эта работа всегда будет активной, амбициозной, то есть идти вперед. А вообще Марс-Плутон – это аспект больших денег, противостояния, то есть это аспект борьбы, это аспект очень мощная сила. Очень мощная сила, она, если вы с этой силой не движетесь вперед, да, то есть не растете, то она идет всегда в разрушение. Как только вы останавливаетесь, начинает разрушать. То есть если вы в этот момент, вы устраиваетесь на работу, с которой вы пришли туда максимально заработать денег, и если в какой-то момент вы чувствуете, что вы начинаете вот прям таки расслабляться, это тлен. Ну, то есть не надо так делать. Нужно максимально идти вперед и делать больше. И выхлоп тогда финансовый, естественно, будет очень большой, очень великий. Да? То есть если вы в этот диапазон времени создаете семью, то здесь у вас в отношениях вам нужно всегда больше и больше и больше. Это аспект очень классный, доверительный в том числе, потому что он будет на оси, то есть если он еще в апреле будет Марс в Раке и
Плутон в Водолее, да, то уже в мае это будет Марс во Льве. То есть здесь аспект таких очень классных семейных таких отношений, но когда эта семья идет вперед. То есть у вас амбиции, например, чтобы ваша семья была вот такой классной, при финансах всегда. То есть вы собрались создать такую семью, которая прям вот будет вот с хорошим достатком. То есть у вас такая большая амбиция, не просто вот так вот жениться, выйти замуж и вот просто абы как, вот так вот очень так простенько, ну вот как все. То есть если у вас такая амбиция не как все, да, со звездочкой. Любовный гороскоп, кстати, вот вам в помощь. Разобраться в сложных моментах кризисных, потому что они везде бывают, особенно в тех семьях, у которых амбиция такая прям, вот жить хорошо, да, себе, детям, внукам. То есть вот пока есть сил, как можно больше идти вперед, да. Но как только вы будете, там, не знаю, расслабляться, вот история вот того, что там, не знаю, ничего не делать, никуда не стремиться, тогда, конечно же, будут дела как-то сразу случаться, ситуации, которые будут вас бодрить, чтобы вы максимально собирались идти вперед. Вы мне скажете, нет, это же сложно вот так всю жизнь жить на напряжении. Я вам скажу так, что самые успешные люди, которые всегда при финансах, я открываю их натальные карты, у них вообще все напряжение. То есть там немножечко радужных аспектов. Те дети, кто родились с напряженными аспектами, например, если вы родите ребенка в период с 13 апреля до 12 мая, и у него будет, естественно, в натальной карте этот аспект, то тогда, конечно же, здесь очень сильно нужна мотивация, бодрость родителей. То есть понимаете, что вам нужно идти вперед и силу этого ребенка направлять всегда в нужное русло. Очень классные бойцы с этим аспектом, спортсмены, люди целеустремленные, которые однозначно от своей семьи, от своей жизни хотят максимум. То есть это те люди, которые не сдаются, а если сдаются, обстоятельства раскатывают. Ну то есть я про то, что сила воли, которая есть у козерогов, она подвластна с этим аспектом заключать очень классные договора, способны на этом аспекте сделать очень много дел. Конечно, здесь есть еще нюансы, ребят. У нас с 21, вот сейчас запоминаем, да, все козероги, с 21 апреля по 28 апреля очень точная оппозиция, то есть максимальная сила. То есть помните осенью, когда у нас 24 года, у нас третья неделя ноября, и там главы, мощнейшие главы государств решили вот так вот просто словечко бросить, что можно ядерным вооружением вот как-то хвастануть и показать, кто здесь сильнее, да. Ну, то есть примерно по той же силе будут аспекты сейчас, только вот здесь нельзя, ребята, останавливаться, молчать, очень сильно переживать, здесь нужно делать. Здесь нужно идти вперед и не сдаваться, потому что с 21 по 28 апреля у нас подключается еще в эту оппозицию другая оппозиция, Солнце в оппозиции с Лилит. Чувствуете, да, заварушка какая интересная. И все это складывается в большую астрологическую конфигурацию, одну из мощнейших. Это большой квадрат или большой крест. Здесь история, бояться не надо, здесь нужно только идти вперед. Кто на этой конфигурации сдается, выпадает из того хода жизни, который ему хочется. Не надо сдаваться, не надо малодушничать, не надо стесняться. Нужно понимать четко. Я еще раз говорю, у козерогов, вот история здесь очень важная. План. Не отступать от плана. Когда чувствуете, что вы где-то останавливаетесь, потому что это аспект возможностей. Делайте в этот момент больше, и финансовый выхлоп будет больше. Это аспект власти в том числе, отвоевывание своих территорий. Шикарный момент для действий. Главное не бояться, потому что Лилит нам всегда как бы говорит, нет, нам вот здесь страшновато, мы, пожалуй, делать ничего не будем. Надо делать. Страхи всегда возникают. Ребята, это такой момент, что необходимо идти вперед. Да, необходимо идти вперед, и здесь по-другому никак. Для этого вам, дорогие козероги, и нужен тыл. Для того, чтобы всегда были обнимашки, всегда был человек, который вас поймет, поддержит. Но для того, чтобы вас поддержали и поняли, нужно с этим человеком быть максимально честным и искренним, естественно. Потому что семья, любовь, вторая половинка –
это, ну не просто так, вот когда сложные ситуации случаются с нами, да, как правило, я всегда говорю, в семье самый плохой это муж, ну или жена, да, потому что наша вторая половинка всегда нам говорит те моменты, которые вот они реально правильные. То есть вторая половинка это другое мнение, другой взгляд на жизнь, то есть решение проблемы под другим углом. То есть мы иногда, бывает, в сложных ситуациях не можем здраво смотреть на вещи. И вторая половинка нам всегда говорит, ну, может быть, вот так это сделать? Конечно же, нас это раздражает, мы всегда злимся, и мы всегда говорим, вот так, да? Но это реально объективно так. Когда кто-то один лагает, другой собирается и такой, это же вот так, это же просто, потому что в другом человеке нет этих эмоций наших. Конечно же, наши страхи на нас влияют, особенно если наша вторая половинка там другого знака зодиака, да, это же вообще вполне разумно и нормально, да, и это хорошо, здесь не надо вот этого бояться, здесь не нужно думать, что если нам кто-то подсказывает, это плохо. Вот вы же смотрите подсказки от меня, это нормально, зачем тогда нужна астрология, если ей не пользоваться? Поэтому скажу, что очень такой мощный период, который нас всех настигнет, это апрель. То есть не так страшен март, как важен апрель. Март вообще не страшен. Март нужно разобраться во всем, что вот у нас накопилось, и идти вперед. Да? В апреле нужно сделать максимально много, с максимальной отдачей. И здесь, если забегаю вперед, конечно же, да, у нас с 21 апреля очень важный период для всех козерогов. Конечно, очень сильно будет эта история работать с козерогами. Третий, конечно же, декада, да, потому что здесь у нас Марс уже во Льве включается, да, и здесь очень сильная такая яркая история. Ни в коем случае, ребята, не сдаемся. Нужно обязательно делать как можно больше. Кто сделает много, не сдастся, тому будет хорошо. Козероги второй декады, у вас, ребята, конечно же, здесь у нас что? Здесь у нас движение Юпитера, здесь скоро будут на подходе страхи, скоро Лилит будет делать прекрасный секстиль, но в этих страхах не разобраться. Страхи чего? Идти вперед, социальная реализация, новый рост, новый уровень, отношения, переезд, любовь, расширение семьи, возможно, рождение еще ребеночка, новый уровень жизни, новый уклад жизни, новый круг знакомств, друзей и общения. Будет страшно разрывать какие-то отношения, но здесь всегда перед выходом из отношений, ребят, всегда понимайте, что вас связывает с этими отношениями. Потому что вот так вот взять, разрубить все и сказать «я устал, я ухожу» очень легко. Если у вас там 7 по лавкам, если у вас очень много ответственности и самое главное, приятных, счастливых и радостных моментов, совместных, проведенных вместе, ну тогда стоит побороться за эти отношения. Тогда апрель для вас будет борьбой за эти отношения и борьбой не со второй половинкой, а с самими собой. Сложнее всего бороться с самими собой, потому что мы всегда безупречный воин, мы знаем все свои хитрости и слабости, и вот как только мы начинаем бороться с собой, тогда мы растем. Вот это правда. Когда мы начинаем бороться со своими нелюбимыми моментами в себе, вот это рост, вот это к развитию, вот это та самая мудрость, которая требует от нас Юпитер, который придет к козерогам второй декады совсем скоро. Конечно, козерогам первой и третьей декады тоже придет, но у них там совершенно другие виражи, а у вас будет, ребята, пока только работать Юпитер, если нет других личных транзитов, то здесь, конечно же, такой масштаб, здесь такое развитие. Ни в коем случае не тормозим, еще раз говорю, козерогам нельзя останавливаться, ребят. Ну и, конечно же, козероги первой декады, ребята, у вас очень мощная история, которая сложится и с Сатурном, и с Нептуном. Она еще все-таки под действием вот этих апрельско-майских транзитов мощных, да, здесь, конечно же, будет страшно по работе, по финансам, по отношениям. Здесь сейчас вы мне скажете, я устал, я ухожу, выхожу из отношений, ребят, потому что аспект Нептуна, конечно же, квадратура, это всегда какие-нибудь зависимости, хочется уйти в алкоголь, либо хочется уйти в измены, либо хочется вообще вот это все разорвать и уйти в депрессию. Конечно же, это все легче, чем сесть и откровенно поговорить, да, возможно, порыдать, да, возможно, сказать, я устал, я устала. Это нормально, все устают.
Но нужно собираться и делать, потому что Сатурн, который вот тут вот бежит вдогонку, да, и до конца мая будет как раз-таки еще и подбадривать, собирать вот этот аспект Нептуна, да, подбадривать козерогов первой декады, будет еще говорить, нельзя сдаваться, нельзя уходить в депрессию, нельзя уходить в зависимости. Здесь будет такое большое чувство ответственности и долга, да. Поэтому, ребят, я скажу так, у нас май будет пролонгированным действием апреля. Это однозначно и факт. В начале мая у нас 4-го уходит в ретроградное движение Плутон. Ежегодная тема, ежегодная история. Работаем над ошибками своего непрофессионализма, да, своих заниженных амбиций 100%, своих непроявленных сил и мощностей до октября месяца. В этом ретроградном движении будем вариться. Нормальная история, делайте работу над ошибками, понимайте, что мы все не идеальны. Где смолодушничали, значит, нужно будет в другой половине года наверстать. С 25 мая у нас Сатурн меняет знак, с Рыб уходит в Овна. Конечно же, хочется сказать, что отпускает Козерогов, но нет, ребят. Козерог это, Сатурн это та планета, которая заставляет нас двигаться, быстро принимать решения. Гармоничный это аспект или напряженный всегда приводит к недвижимости, всегда приходит к социальному статусу и росту, если мы соответствуем энергиям этой планеты, то есть пашем, то есть делаем максимально профессионально свою историю, максимально выкладываемся, отдаемся своей работе, это нормально, отдаемся своей семье, это тоже хорошо, и тогда у нас все будет замечательно. Вот такая история, дорогие козероги, 1, 2, 3 декады. Вы сейчас мне скажете, вот это завернуло, вот это просто заставило делать, вот это просто не очень прекрасный гороскоп. Ребят, если все делать, то он будет очень классный. Да, тогда у козерогов 1 декады будут не долги, а наоборот финансовый выхлоп. Будет не разрушенная семья, а наоборот семья, которая преодолела кризисы и сказала так, ну все, мы уже тут все поняли, мы уже тут все свои нервишки пошалели, у нас уже любовь, обнимашки, давай мы уже с тобой сейчас вот эти вот силы, вот эти эмоции, мы себе что-нибудь такое купим, мы себе вложимся во что-то такое основательное, и что вы мне скажете, тогда у вас будет все гораздо лучше, чем оно есть сейчас. Но да, эти аспекты, они не дают легко. Особенно, ребята, если вам 35+, вот просто поймите, что удача, вот когда все давалось легко, быстро и амбициозно, в диапазоне между 20 и 25 годами, вот где-то она уже там вот была. А после этого момента уже все только своими силами, ручками, мозгами, все зависит от того, как вы любите двигаться вперед, зарабатывать деньги и тому подобное. Да? Поэтому здесь делайте свое дело хорошо. Козероги 2 декады, ребят, план амбициозный, движение вперед, мощное, хорошо. У вас вообще очень классная история на эту весну. Если заложите вот этот самый фундамент, получится и новые связи, новые контакты, новый уровень жизни, смена места жительства, расширение в семье, дети или же внуки. Все зависит от того, в каком десятке вы сейчас живете, если у вас дети. Да? Может быть, если вам 40+, и у вас нет детей, и вы наконец-то к этому пришли, так это же хорошо, это же прекрасно. Кто сказал, что это плохо? Нет таких сейчас, ребят. Мы живем во времена, когда можно все, но главное понимать, что за это нам будет. Да, конечно же, обзавестись первым ребеночком 40+, немножко сложновато и страшновато, но нет, если у вас внутри все наполнено как надо, тогда здесь будет только ответственность, только понимание, что это хорошо, и тогда вот здравая голова скомпенсирует все страхи, а страхи будут, естественно, которые извне будут доходить и говорить, это страшно, это уже по здоровью вопросики, да ладно вам бросьте, очень много у кого в семье в 40+ появляются дети, и все там прекрасно, все там хорошо. Не агитация, ребята, просто каждому свое, кто-то решит кардинально сменить работу, новое окружение, и это тоже будет хорошо. Главное, понимайте, что не теряйте людей просто так. Понимайте, что вас связывает с этими людьми, потому что главное в том мире, куда мы все идем, это люди. Деньги приходят и уходят, статус сегодня нет, завтра наработали, поднялись. Главное
понимать, что для этого нужно сделать, да. Люди, сила в людях, вот эта история. Козероги, третьей декады, это весна для вас, я бы так сказала, такой мощный, большой, последний вагон шикарного аспекта Урана, когда залетают все новые проекты, новые возможности, шикарные аспекты от Сатурна и от Нептуна, которые, кстати, секстили не дадут ничего, если ничего не делать. Ну, то есть, если вы слушаете, вы смотрите мой гороскоп и думаете, ну вот Женя сказала, значит будет. Нет, это те аспекты, на которые нужно потрудиться. Они хорошие, благоприятные, здесь не такие сложные, тяжелые эмоции, например, как у Козерога в первой декады, когда требует прям сделать выбор, кардинальное принять решение. У вас нет, у вас просто множество возможностей, но если вы не принимаете решения, они просто вот как-то уходят и все. И да, забегая вперед, у Козерогов третьей декады еще эта история на лето продолжится. Но об этом уже в летнем гороскопе, естественно, расскажу. Сейчас делайте, ребят, делайте все, идите вперед. Ни в коем случае не сдавайте. Для вас, Козероги, первой, второй, третьей декады нужно делать максимально много, не опускать планку, не сдаваться, не занижать свои амбиции и желания. Хотите много, получите много. Хотите мало, получите еще меньше. Вот такой девиз для Козерогов. Ребят, спасибо большое, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам схватить все свои возможности, как птицу счастья, и делать максимально много и не бояться. Если страшно, выписывайте все свои страхи. Вот как начнете их записывать в листик, будете вот прям читать, перечитывать, ой, так это же прям смешно, да? И это нормально. Сами себе напишите, сами себя оцените и пойдете с открытым сердцем вперед, чего я вам и желаю. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца, спасибо, что были здесь и ждали. Увидимся с вами в следующем ролике. По классике актуальные видео, которые еще имеют место быть, и потратить на них время на просмотр. Ну и что, увидимся в следующем ролике. Пока-пока.